Йоу, тяжелый день начинается с шопинга. Последние несколько лет я придерживаюсь одной и той же тактики, когда выбираю вещи в магазине. Я просто прихожу, делаю это где-то минуты за полторы, за две. Я просто подхожу, говорю, вот это, ну, допустим, или вот эти. Здорово. В общем, пришли в магазин North Face, и мне нужно поговорить со старшим администратором. Так вы говорите, можно все взять, да? Босс взял себе ассистента. Вот эти? Какой вам размер? Да ладно, я их возьму. Я возьму эти кроссовки. Хорошо, вы меня убедили. Хорошо. Вы даже без скидки. Ладно. Короче, я себе выбрал уже одни кроссовки. Вот эти. Ну смотри, какой он классный, серьезно. Если что, я у тебя его выкуплю. Можно? За 100 гривен? Да. Я за поцелуй. Желтый или черный? Желтый или черный? Хочешь, я буду его носить своими вещами, честно? Буду вещи за тобой таскать. Мусульманская женщина. Тут написано без места. То есть типа как бомж. Сиди где сядешь. Вон там сядешь, вон там можешь сидеть. В Вроцлаве как будто что-то знают про мои зубы. Меня недавно удаляли зубы, и у меня часов 30 шла кровь, не могли остановить. Короче, мы в аэропорту, и сейчас полетим в БВ аэропорт, это 80 километров от Парижа. И оттуда нужно поехать на кооперативную квартиру. Мне написал мужик в Фейсбуке, говорит, я сдаю свою квартиру, но ты можешь там переночевать бесплатно. У него даже фотки нету на аватаре. Приезжаем часов 10 вечера, и оттуда еще ехать до этого Парижа из БВ. Короче, я думаю, если что-то пойдет не так, придется тусоваться на улице. Мы забыли твою кофту. Какую? Дорогие друзья, теперь, смотрите, видите эту бомж-кофту? Она еще и тонкая. Безысходность. У меня просто другой нет. Говорит, ушел с моим билетом, говорит, я сюда погнал. Там показывать нужно, как бы я там зашла. Скажи на Майя. Здрасте, я Настя. Смотри, я вижу пилота. Хочу с тобой. Не будешь ты со мной сидеть, а не пилот. Все. Оставь меня в покое. Такая турбина красивая. Как и любая другая турбина. Человек из Ирпеня приехал в Париж. Не ходят, это неудобно. 5 минут первого. Мы только приехали на этом автобусе на какую-то станцию. Нам нужно попасть в Ля Дефонс. Метро 4 евро. Я чувствую, что меня грабят уже сейчас. Да, братан. Понастроили таких ограничителей, чтобы обезьяны не могли прыгать. Да, тут можно выйти, так? Мы прибыли в квартиру Джеймс Бонда и ввели первый код. Погнали. Раз. Нам осталось еще 3 кода. У меня такое чувство, что я в банк захожу, причем грабить его. И очень стильно. Теперь нужно найти почтовый ящик. Ключ. И вот он ключ. Это тебе не по стройкам лазить. Завтрак, обед и ужин. Йоу, народ, а теперь конкурс от магазина Интертоп. Вы можете выиграть любую пару обуви North Face, любую из тех, что есть у них на сайте. Для этого всего лишь нужно на их канале поставить в комментариях плюс. И то же самое сделать в комментариях под моим видео. Выберут победителя в течение недели, с вами свяжутся, и дальше вы выбираете эти заветные педали и летаете в них, а на вас все смотрят, какой вы красивый, или может быть даже красивая. Погнали!
В общем, мы приехали ночью, ушли здесь, и я смотрел на этот кран. Он ночью крутился, работал. Вон тот кран. Есть маленькая проблема, мне нельзя лазить где-то 2 недели, потому что мне зашили зуб, наложили туда кучу швов, потом они разошлись, мне наложили еще 4 шва. И сказали, мужик, это уже вторичное заживление, поэтому не нужно тебе двигаться, вообще ничего нельзя делать, нельзя даже улыбаться вот так. Чувствуешь себя каким-то бесполезным для этого социума, так бы я уж и залез на этот кран. Короче, стало интересно, что тут вообще на картинах нарисовано, и я тут хожу, представляю, как они жили в это время, в свое время. Что они делали, я представляю, тут вино пили, интернета не было, книги читали, на танцы ходили. И вот я смотрю, что на этой картине. Война, а на это война, 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 война. И здесь то же самое. Короче, появилась такая мысль, что ребята вот здесь танцевали с дамами, и не было интернета, ты не мог стать блогером. И ты такой танцуешь невальяжно, тут вот так вот обнимаешься, и все. И потом говоришь, завтра на войну поеду. И тут везде картины эти. Она такая, боже мой, ты сумасшедший. Представитель блогеров очередной. Думал, что он будет вот таким, на коне, а получается... Чаще же получается так. Генералов немного, которые потом скачут красиво на коннике. Чаще люди умирают. И в общем, пропаганда войны не хочет этого говорить, но... Людям было скучно. По этим картинам можно сделать вывод, что Людовики очень любили войну. Даже не столько войну, как сам процесс, как и роли войны в искусстве, наверное. Картины, просто миллион картин про войну. Короче, задумался немного над тем, что слишком много свободного времени, это является проблемой для большинства людей, потому что если в дальнейшем будущем нас, конечно, заменят роботы, но представьте, что прямо сейчас тебе не нужно будет ходить на работу, ничего делать, то есть делай, что хочешь. Мне кажется, многие люди покончат с собой. Все говорят, что да я отправлюсь путешествовать, там, то все, чем-то заниматься буду, тем, чем действительно хочу, но не все знают, чего не хотят, то есть большинство не знает. Со временем люди научатся с этим справляться. Но если это произойдет резко и внезапно, мне кажется, человечество справится лишь частично. Станция с названием, которое вообще невозможно ни выговорить, ни повторить. Мы попробовали это. Unreal. Абсолютно счастливая собака. Ей не нужно никуда залазить, не нужно раскачивать Инстаграм, не нужно работать, просто нужно погулять. Да? А что тут нельзя? Идем. Идем назад. Только вперед, Владимир, только вперед. Короче, мы просто гуляем по улицам Этреты и сейчас пойдем на пляж, там поедим. Тут особо делать нечего. Но сами улицы очень красивые. А вот какие-то местные люди, алкоголики ходят. Когда видите алкаша, sorry, I not understand. Where you from? Ты собака? Ух, какой ты маленький! Смотри, военный. Какой ты крохотный! А это Луис. Очень крутой пацан. Он ни слова не понимает с того, что я говорю, но он мега крутой тип, и я надеюсь, что мы с ним еще куда-то залезем и куда-то попадем. Yes? Yes. Французам вообще не интересно, что у них происходит в плане экологии. Ну, наверное, не все, но у тех, у кого я спрашивал, в Руане был пожар, там горел какой-то завод с какой-то стрёмной, с какими-то стрёмными химикатами. И я просто так рандомно спрашиваю всех, с кем я общаюсь. Все таки да нет, я не знаю. И только один человек, который немножко в этой теме, он мне сказал, что там сейчас не очень хорошая обстановочка. А большинству французов они говорят, ну не знаю, я не смотрю, не интересуюсь этим. Идем туда. Хорошо. Просто красота. Я здесь уже 3-й раз. А прямо сейчас я нахожусь в красивейшем месте. Называется Этрета. Это самое красивое, что здесь есть. На самом деле этот город, он прикольный, но весь кайф именно в этом.
Вот в этом. А еще нужно смотреть под ноги, потому что если вот где-то здесь уже оступиться, дальше покатишься вниз и упадешь на камни и умрешь. Просто красотища! Мы сюда ехали целых 3 часа, встали рано утром, и здесь такой холодный ветер, но просто никто не жалеет. Даже малой Владимир Александрович, он рад, что здесь оказался. Здесь чистый воздух, никого нет. Посмотрите, когда сильный ветер, вообще никого нет. Обычно там везде ходят люди, там, а тупо никого нет. Вон на той горе еще чуть-чуть есть. То место более известное, более заюзанное, а здесь вообще никого нет, и это просто кайф. Сейчас я вам попробую продемонстрировать один опасный трюк. Итак, никогда такого не делайте. Смотрите, эта штука, она очень легко может отвалиться. Видите? Я не знаю, видно или не видно. Оу. Я просто это чувствую ножками, оно отваливается. Короче, если нога окажется где-то вот тут, это уже все, это гайки.